Доброе утро, друзья! Второй день начался. Ох, вчера ночью было 3 градуса, всего 3 градуса. Поэтому я надел на себя все вообще, что у меня было. 1, 2, 3, 4, 5. 5 слоев одежды. Это термобелье, футболка, там худи, потом такая вот кофта, потом куртка. Короче, все, что было. Но в целом так было более-менее нормально. Не могу сказать, что было прям тепло и комфортно, но было нормально. Давайте сейчас посмотрим, что у нас там. Что у нас там? Сейчас 7 часов утра. Так, вот это красотища. Десять тридцать. Уже достаточно жарко, солнце высоко. 3 часа я провел на этом месте, половил рыбу, приготовил поесть, собрался, немножко, не знаю, посозерцал природу. В общем, 3 часа в очень спокойном, расслабленном режиме. Но сейчас пора плыть. Начинаем! Эх, красота. Упс, я забыл очки. Ладно, возьму потом. Сегодня погодные условия просто великолепные, Нет ветра. Ну, солнце, конечно, сильно печет, но все равно. Я вижу, есть облака, может быть, солнце будет скрываться немного. Но нет ветра, это уже просто фантастика. Так тихо, так приятно, вообще плыть спокойно. Вчера у меня была восхитительная стоянка, я нашел просто потрясающее место. Оно было хорошо еще тем, что вечером, когда солнце садилось, мое место, мой кемпинг, солнце освещало. И потом, когда солнце начало вставать, то оно тоже освещало мой кемпинг. Очень-очень-очень удачное место. А ночью я видел звезды. Просто неимоверное количество звезд, Млечный Путь. И вообще, короче, просто потрясающе, просто потрясающе. Я давно не видел такое количество звезд. А еще, когда я проснулся ночью, чтобы сходить в туалет, ну, чтобы на самом деле одеться потеплее, и чтобы сходить в туалет, я поднял голову, и было еще больше звезд. Просто фантастика. Я пытался снять на камеру звезды, но у меня нет с собой хорошей камеры, которая позволила бы это сделать. Ну, посмотрим, что сегодняшний день нам принесет. Друзья, пока я плыву и пока мне не нужно даже грести, хочу вам показать, как работают гермомешки. Вдруг, если вы не знали. Он может быть большим, маленьким, но суть одна. Мы кладем туда вещи, да, затем мы его закрываем, и мы выдавливаем из него воздух. И затем мы начинаем сворачивать вот этот верхний ремень.
То есть скручиваем верхушку несколько раз. Обычно 3 раз достаточно. Вот. И затем мы вот так, опа, вот так вот его на защелку закрываем. Все. Теперь его можно погружать в воду. С вещами ничего не будет. Все абсолютно герметично. Очень классная штука. Смотрите, корова принимает ванну и кушает. Привет, корова! Ты какая хорошая! Ну как, вкусно? Деревья-то вкусные. Аккуратно, аккуратно, я тебя не буду пугать. Все хорошо. Все хорошо. Вот такие вот коровы. Путешественницы. Смотрите, да тут еще одна. Видимо, им нравятся листья деревьев. И поэтому они сюда выходят и едят их. Первые люди, которых я встретил. Там сидят 3 дядьки и рыбачат. Ловят рыбу. Очень прикольно, очень красивое место такое у них там. Прям мне захотелось к ним присоединиться. Я им помахал, они мне тоже помахали. Что-то крикнули, но я не услышал, что... Ну вообще здесь посмотрите, как красиво. Я вот смотрю на это все и просто не могу налюбоваться. Я не могу налюбоваться этими видами, этой природой, этой красотой, этим великолепием. Не знаю, что может быть прекраснее, чем водное путешествие. Я просто не могу понять. Вот что может быть лучше? С тех пор, как я начал водное путешествие, я уже вот хайкинг, трекинг, ну то есть это все классно, мне все нравится, но водные путешествия стали номером 1 для меня. Не знаю, вот что-то в них есть такое невероятное, притягивающее, что-то притягивающее. Не знаю, может быть, то, что не нужно тащить рюкзак на спине, а ты просто плывешь. Может быть, потому что у тебя есть транспортное средство, и это тоже определенный... Ну, это интересно, это интересно. Ты не просто идешь, ты плывешь. Может быть, в этом как будто чуть больше свободы, что ты можешь плыть туда. Ну, хотя ты можешь и идти туда, и идти сюда. Не знаю. Ну, просто вот классное какое-то ощущение. И очень красиво всегда. Очень красиво. Знаете, друзья... Да, у меня нет с собой расчески, поэтому я буду выглядеть вот так каждый день. Знаете, в чем огромное преимущество Патагонии в плане путешествий? Можете подумать, я даю вам 5 секунд, давайте. Красивая природа? Да, но красивая природа есть много где. Самое главное – это практически полное отсутствие комаров. Комаров и других кровососущих летающих насекомых. Это классно. Пока река меня несет, можно съесть яблоко. Интересно, а что это такое? Что это за место? Коровы стоят в каких-то секциях. Может быть, отсюда их развозят по разным островам? Может такое быть? Я плыву уже 2,5 часа, и сейчас уже подходит время к обеду. Хочу найти какое-то хорошее место в тени. Оба-на! Большой-большой карп плюхнулся в воду. Какое красивое место! Может быть, здесь есть место,
где можно пообедать. Сейчас посмотрю. К сожалению, нет. К сожалению, здесь место я не смог найти. Плыву дальше. Только к 2 часам мне удалось найти место для стоянки. Здесь есть и тень, здесь есть и солнце. Можно сушить одежду и можно сидеть в тени. А еще здесь бегают лошади. Подождите. Так, а там не только лошади. Это нахрен кто там? Подождите. Так, я видел лошадей, но лошади бежали за какими-то черными собаками. Так. Так, вот я опять вижу. Так, это... это кабаны. Все ясно, это кабаны там вдалеке. Все, вон они бегут. Ясно, эта лошадь бежала за кабанами или от кабанов. Короче, кабаны сражаются с лошадьми. Ну, на самом деле, кабаны это не такие уж безопасные свинки. Нужно быть осторожным, потому что их много, и они могут просто побежать на тебя и сбить тебя. Вот, и начать тебя топтать. Но я нахожусь здесь далеко от того места, где они бежали. В общем, буду следить, буду смотреть. В любом случае, если что, я могу быстро добраться до Паккрафта и, ну, хотя бы отплыть. Но надо быть осторожным, да. Надо быть осторожным и смотреть, чтобы эти кабаны не приходили. Не подходили сюда, да, не приходили ко мне, не подходили ко мне. Вот, ну а так, что тут? Опять это остров, здесь пасут скот, лошади, коровы. Соответственно, вот опять биоматериал, который можно использовать для костра. Я вчера, кстати, использовал для костра эти коровьи лепешки, или, я не знаю, или это лошадиные, но это скорее коровьи. И горели они просто фантастически, они были как уголь, вообще супер. Ладно, дальше я не пойду. Видно, что здесь был пожар, видите, все деревья черные. Ау, колючки, ступать не очень приятно. Колючки. Вот, был пожар. Ну, в общем, вот так выглядит остров. Прикольно, но я не пойду далеко. Там бегает стая кабанов. Я не очень хочу идти к кабанам. Пойду-ка я лучше за водой и начну готовить еду. Ух, вода холодная. Ой, тут уже глубоко. Ладно, не пойду туда далеко. Наберу воды здесь. Нужно взять бутылку, сделать вот так, набрать воды, такой почище. Ну, в целом здесь вода, мне кажется, нормальная, но я все равно ее фильтрую от каких-то частиц. И вроде этот фильтр убивает разные бактерии. Ну и в любом случае я буду кипятить эту воду. Хотя из фильтра вот так можно ее и пить. Прямо сырую. Но мне нужно ее прокипятить. Я хочу сделать чай. Хочу сварить еду. Поэтому вот так вот фильтруем воду. Да, в Патагонии нет комаров, но здесь какие-то мошки летают. Маленькие такие мошки. Но, честно говоря, они меня не очень беспокоят. Они не кусаются. Так, сегодня я съел только 2/3 завтрака. В общем, слишком большие порции я сделал. Можно было делать порции меньше. Но вот обед у меня сегодня крайне минималистичен. Интересно, что там? Надо посмотреть. Но я сначала хочу вскипятить воду, чтобы... Так. Оп,
чтобы сразу сделать чай и приготовить еду. В общем, такой план. У меня сегодня, как всегда, орехи и сухофрукты. Я уже скоро сам буду похож на орех или на сухофрукт. Альфа-пампа. Смотрите, это альфахор. Но я его оставлю на вечер. Вечером будет очень приятно съесть альфахор. И вот такая еще, такой вот, как он, батончик. Такой батончик, мюсли, там орехи какие-то. В общем, такой энергетический батончик. Ну, вроде все. Нет, еще у меня есть лепешки же. У меня еще остались лепешки. Вот, лепешки и... Ну и в целом, наверное, все. Думаю, что мне этого хватит. Так, открываем наш пакетик с едой. Вот он, тут двойной. Как бы вдвойне он. Вот, и там у нас... сегодня у нас... это у нас полента, ну, грубо говоря, кукурузная крупа, чечевица, ну и всякие специи, сушеные овощи. Должно быть вкусно. Давайте посмотрим на это дело, как оно выглядит. Хочу сделать пожиже, чтобы более жидкая была еда. Ну, потому что жидкость вообще нужна, и мне кажется, так будет лучше. Я вообще люблю такую еду, которая более жидкая, супы и так далее. Поэтому, мне кажется, должно выйти хорошо. Добавлю немного острого, суперострого соуса. Люблю острое. Так, главное не добавить слишком много. Ох. Ух. То, что надо. Ребят, очень вкусно. Это от Юли пришло сообщение. Офигенно, что можно переписываться даже когда нет сигнала. Ну, в смысле, нет телефонного сигнала, да? Нет сигнала сотовой сети. Обалденная у меня вышла еда, друзья. Это первый раз, когда я делаю такие разнообразные блюда. Ну, такие элементарные, типа рис, чечевица, соевое мясо, специи, какие-то еще там сушеные овощи. Довольно просто, но получается реально вкусно. И каждый день у меня практически не повторяется еда. Ну, то есть, нет, наверное, на следующий день может что-то повториться, но в целом достаточно разнообразное питание и достаточно вкусное. Прикольно. Мне очень нравится. Буду теперь всегда готовить вот такую еду в походы. Очень круто. Минимум каких-то проблем. Достал пакетик, высыпал, 5 минут, готово. Вообще красота. Ну, посмотрите, прикольно же выглядит, да? Давайте вот так вот сделаю. Ничего. Серьезно? Калории? А как это может быть я? Да, 2000 килокалорий. Ну что, не туда. Тут как бы позовин, да, калорий нет. Это хорошо. В целом, порция 2 штуки. Блин, серьезно. Я заплыл в прикольный рукав. Здесь, ого, какие тут ветки. Так, а впереди там что, подождите. Там какое-то поваленное дерево. Смогу я там проплыть? Ну, кажется, смогу, да, но надо быть осторожней. Нужно пройти ровно между ветками.
Так, опа. Оп. Ага, у меня еще удочка. Эх. Оп. Так, четко между ветками. Фух, получилось. Отлично. Да, прикольный рукав, но надо здесь быть осторожнее, потому что могут быть вот такие деревья. Так, ну вот о чем я и говорил. Там впереди ветки деревьев нависают, и я не знаю, можно ли там пройти. Опа! Так. Ну, можно постараться. Главное, чтобы тебя не унесло в ветки. Надо проплыть вот здесь. Отлично. Отлично. Фух, получилось. Но была такая щекотливая ситуация. Фух. Посмотрите, какой простор. Посмотрите, какой простор. Вау. Очень красиво. Река просто невероятная. Здесь она похожа на озеро, правда? Это озеро, это не река. Просто восторг. Пока течение меня несет, я могу попить воды. Набираю воду в бутылку, ставлю фильтр, ну, вернее, накручиваю, да, накручиваю фильтр, накрутил фильтр и чуть-чуть пропущу. О, теперь можно пить. Хорошо. Целая стая рыб кормится. Стая карпов. Что-то едят, какую-то пену. 6 часов. Время искать место для ночлега. Я сейчас исследовал тот остров, ну, очень быстро, очень бегло. И мне не понравилось то, что там хорошее место для лагеря, но там слишком ветрено. Прям вот очень ветрено. Может быть потому, что там огромная секция водная, очень широкая, очень большая. То есть река разливается очень широко, и поэтому там ветрено. Давайте я вот так сделаю, чтобы вам было меня видно. Поэтому там я не остался. И действительно, только я ушел оттуда, вот здесь ветра практически нет. Чуть-чуть, совсем небольшой ветер. Я думаю сейчас поплыть вот к тем островам. Не знаю, видно я показываю или нет. Вот там есть острова. И посмотреть, нет ли там ветра. И, может быть, там найдется какое-то хорошее место для ночлега, для лагеря моего. Посмотрите, какое огромное дерево в воде. Просто невероятно. Так, а это звук колокольчика. Не знаю, слышно или нет. Кажется, там коровы. Солнце уже практически село, а я все не могу найти место. В смысле, я уже проплывал мимо множества разных мест, но почему-то я на них не остановился, не знаю. В общем, да. Сейчас закончится все тем, что я в темноте буду просто вставать в любое место и все. Ну, в общем, даже таких мест пока я здесь не вижу. Короче, все, следующая более-менее подходящая стоянка, и я там останавливаюсь.
надо искать место для ночевки. А я нашел место для рыбалки. Поэтому... Ой, да, запуталась. Поэтому я все еще плаваю. Я не знаю, что с этим делать, но здесь слишком потрясающее место, чтобы половить рыбу. Опа! Вот, кажется, я нашел место, почти единственное, где можно остановиться. Сейчас посмотрю, что там. Уже вообще темно. Конечно, красиво, но надо выбираться на сушу. Время 7:44. Я сегодня поздно нашел место для лагеря. И еще, когда я вылезал на сушу из воды, я немного упал в воду. Ну так, немного, но, в общем, у меня промокла Что это? У меня промокла одежда, немного одежды и штаны. Короче, не сильно, но все равно. Поэтому я сейчас быстро переодевался. Вот я уже переоделся в новую одежду. И сейчас мне нужно развести костер. Я планирую вот здесь развести костер. Здесь где-то будет палатка. А вот здесь все раскиданы мои вещи. Вот, все сырое. Вот эти штаны мокрые. Потом вот эти вещи тоже мокрые. Короче, надо сейчас разводить костер, сушиться, готовить еду, согреваться и так далее. Короче, я тут пока у костра, значит, готовлю себе кушать, тут палатку хочу ставить, тут, значит, хожу за дровами, смотрю, там два глаза на меня смотрят. Ну, вот когда светишь, глаза горят. Но я сразу думаю, так, окей, ну, сначала была первая мысль заяц, но зайцев здесь нет. Ну, в смысле, есть, но у зайцев глаза не должны светиться. Я сразу понял, что лиса, скорее всего. Блин, я теперь все оглядываюсь. И потом я, короче, кидаю камни. Она не уходит. Я начинаю отходить назад. Видно, глаза такие, хоба, спрятались, поднялись, спрятались, поднялись. Вот, короче, наблюдает за мной. А обратно иду, но это было в 10 метрах. Обратно иду, и вот здесь еще одни светящиеся глаза. Я думаю, ни хера себе вы меня окружили. Короче, надо сейчас внимательно смотреть за этими лисами. Что-то, может, это какие-то койоты еще. Ну, то есть фиг знает, что это за звери такие. Я как бы не специалист. Но по пластике, по движению глаз было похоже, что лиса. Ну, потому что такие вот движения, такие кошачьи, собачьи. Не знаю, как их описать. Но, в общем, надо понять, кто это здесь у меня в гостях. Вернее, у кого я в гостях. Ну, в общем, я пошел к этим светящимся глазам, включил фонарик на максимум, подошел поближе, взял весло, такой иду с веслом, чтобы защищаться, если что. И увидел, что, ну да, это лисица. Небольшая лисичка с таким, как сказать, пушистым хвостом. Вот, ну, то есть это не шакал, там не кто-то. Ну, лисицы в целом... Я не думаю, что они ищут, скорее всего, еду. Вряд ли они что-то найдут, потому что нужно будет все убрать в палатку обязательно. Вот. Но я думаю, что никаких проблем с лисами не должно быть. Вроде бы сейчас их нет. Может быть, потом придут, не знаю. А сегодня на ужин у нас вот такие вот прекрасные макарошки. Тоже производство Максима. Ох, с соевым мясом, овощами, специями и еще черт знает чем. Эх, должно быть очень вкусно. А еще у меня же есть колбаска. Надо достать колбаску. И пожарить остаток лепешек. А то что-то им уже
плохо, по-моему. С другой стороны, лепешки можно съесть на утро. Утром. Съем их утром. А сейчас съем макароны. Так, вот, видите? 2 глаза горящих. Вот. Опа, видите, как они подсвечиваются? Сейчас включу поярче. Вот, видите, точка. Глаза горят. Так, надо посмотреть. Где-то еще рядом есть, чтобы сзади не напало. Так, ладно, берем весло и идем знакомиться. Посмотрим. Опа, все, вот. Я только увидел серую жопку. Странно. Вообще одна была вот там вот. И вот еще одна была вот здесь. Я думаю, что это вторая. Потому что ту я, спугнул. Я ее... я кинул просто в нее там несколько камней. Ну, не в нее, а рядышком, чтобы просто спугнуть. Но пришлось подойти ближе, потому что она до этого не реагировала. Вот. А это... Здесь еще одна. Так. Вот. Где-то там она и бегает. Так. Это же птицы? Или это лисы? Просто лисы похожий звук издают, такой тоже. Но это, наверное, были птицы. Окей, в общем, вот. Одна лиса, кажется, меня оставила, а вторая еще хочет познакомиться. Не знаю, да, что делать лучше. Наверное, кинуть ей колбасы тоже не лучший вариант, потому что тогда она со мной останется вообще на все время. Не знаю. Честно говоря, не знаю, что делать. Первое в голову, что приходит, это просто отпугнуть, чтобы она убежала, и все, и не приходила. И мне спокойнее, и ей спокойней. Но, не знаю. Ладно. Пойду пить чай. О, 7 часов утра. А? Почему мне опять кажется, что я слышу лисиц? Ох ты, какая красота. Река. Ох. И степь. Степь. Сейчас буду смотреть на восход солнца. Было бы еще немножко лучше, если бы было потеплее. Но красиво. Эта ночь определенно была теплее, чем предыдущая, на 2-3 градуса. Но я все равно надел на себя все, что у меня есть, и спал вот так вот, скрючившись, да, чтобы было теплее. Или свернувшись, вот так, или скрючившись, вот таким вот образом. Но надо сделать костер быстрее, чтобы было тепло. И делать завтрак. 7 часов. Пора вставать. Хорошо как. Солнце восходит. Значит, будет тепло. Класс. Самая отвратительная вещь в пустыне
ну вот в такой местности, да, в степи, в такой сухой, это колючки. Я сейчас вам покажу. Вот, смотрите, у меня вот здесь на палатке ай, черт побери, со стороны дна вот такие вот колючки. И они везде. Ну, вот, смотрите, здесь тоже одна. Их десятки. А посмотрите на мою обувь. И на вторую тоже. Ну, здесь я просто еще вчера вытаскивал. А вообще, вот оно, вот так вот. Их просто сотни, и они везде. Кошмар. Эх, не успел заснять. Моя ночная гостья пришла, лиса. Она такая прикольная, такая серая. Ну, правильно, сейчас уже началась. Кстати, а я не знаю, здесь лисы меняют окраску? В России точно меняют. Ну, то есть летом лиса рыжая, а зимой лиса такая серая. Меняет окрас. Ну, вот здесь лиса была серая. Но сейчас, какой у нас месяц? Сейчас у нас март. Апрель уже, извините, апрель. И, ну, уже началась осень. Может быть, лиса уже поменяла окраску. Ну, ладно, ее нет. Я не буду ее беспокоить. Оставлю лисе немного галет. Не знаю, у меня ничего более подходящего для лисы нету. Но, может быть, она ест галеты. Вообще удивительная вещь. Насколько ночью наш страх просыпается. И наша такая чуткость проявляется. Наша чуткость. То есть ты такой... Так, что? Где? Сейчас, когда светит солнце, когда светло, я спокойно, лиса, так классно, можно ее сфотографировать, но не хочется беспокоить. А ночью, когда ты видишь два горящих глаза, ты прям... Не знаю, у тебя такой древний, такой ужас в тебе просыпается. За мной следят, меня окружили кто-то со светящимися глазами. Ну, то есть вообще другая ситуация. Что ж... Прощай, Лисий остров. Спасибо тебе за все, за эту ночь. Простите меня, лисицы, за то, что я вас напугал. Надеюсь, галеты, которые я оставил, покажутся вам вкусными. Вот. Ну а меня ждет путь вперед. Сегодня ветрено. Не так ветрено, как в первый день. Тогда был достаточно сильный ветер, но все равно ветер есть. Сегодня я начал в 10 часов утра. Я начал плыть. Вчера в 10:30. Примерно 3 часа занимают сборы. 3 часа занимают сборы. Сборы занимают 3 часа примерно моего времени. Это, ну, почистить зубы, приготовить завтрак, позавтракать, помыть посуду, развести костер, чтобы погреться, минут 10 покидать спиннинг. В общем, в таком расслабленном режиме вот 3 часа. Ну, потому что собрать палатку, там, вытащить все колючки. Короче, вот это все занимает, конечно, достаточное время. Но нормально, я никуда не спешу. У меня нет задачи сделать все как можно быстрее. Нет. Моя задача, если это можно так назвать, наслаждаться всем, каждой минутой, пока я плыву, пока я раскладываю палатку, пока я
готовлю еду, пока я ем, все это время получать удовольствие и никуда не торопиться, не спешить. Однако я заметил, что, видимо, из-за скорости течения, но если в день я буду грести где-то 7-8 часов, то я успею доехать до города Бьедма. То есть мне не нужно будет ехать автостопом, и я проплыву 215 километров. Я вчера посмотрел по карте. За первые 2, ну, фактически 1,5 дня я проплыл всего 70 километров, 20 в один день и 50 во второй день, ну, почти 50. Так что, если сегодня я смогу проплыть достаточно, то значит, что я прямо вплыву, можно сказать, в Бьедму. То есть доплыву до Бьедмы. Это классно. Мне не придется идти на дорогу, мне не придется... Так, сейчас здесь немножко меня уносит. Вот такие водоворотики. Короче, мне не придется ехать стопом, не придется выходить на дорогу. Короче, удобнее и прикольнее. Гораздо приятнее провести это время в лодке на реке. Правда? Да, погода сегодня, конечно, не самая лучшая. Ветер не сильный и, слава богу, ветер попутный. То есть он дует мне в спину. Но все равно периодически он дует в бок, и все равно тяжелее грести гораздо. Гораздо тяжелее грести, и вообще физически ты больше утомляешься, когда есть ветер. Шикарное место. Я здесь остановился, покидал удочку минут 20. Но ничего. Но место прям вообще превосходное, вообще классное. Здесь один рукав впадает в большую реку, и вот в этом месте как раз и птицы прилетают, чтобы ловить рыбу, и я думаю, что вообще здесь хорошее место, но мне не повезло. Слушайте, тут нужна не удочка, а умение хватать рыбу. Посмотрите, как эти вон ребята там, вон, прямо у берега, вот, карпы стоят. И они так часто на солнышке просто нежатся. Все, поплыли. Да, действительно, можно просто вот так вот их поймать здесь. Но, честно говоря, блин, пусть живет. Обед 3. Быстро. Наверное, там киноа с чем-то. Прикольно. Я еще не ел киноа. Давайте посмотрим. Что-то там вкусненькое. Вот такая вот штуковина. Сейчас буду пробовать. Самое время открыть колбаску. Осталось 2,5 дня. По чуть-чуть. Ну и я ее съем. А супчик уже, наверное, готов. Сейчас посмотрим.
О, да, все. Это быстрый супчик, поэтому его не нужно долго варить. Красота. Красота. Если еда пригорела немного, то проще всего использовать траву, чтобы помыть котелок. Но если пригорело сильно, тогда можно использовать песок. Ну, прямо вот этот вот песок, любой. Вот. Песок. И с помощью этого песка удалить или очистить все, что пригорело. О! Так, что там? Все? Все идеально. Идеально. Ну, почти идеально. И быстро. И без химии. Знаете, друзья, у меня такое ощущение, что я летом приехал куда-то на пляж. Что сейчас лето, я приехал вот на озеро или на реку, чтобы покупаться, там, поотдохнуть, потому что, ну, вайб очень похожий, реально очень похожий. Места фантастические. Вот это место вообще классное. Здесь нет ветра, есть тень, есть солнце, есть река. Не знаю, супер. Вот в таком месте хочу остановиться сегодня на ночевку. Постараюсь пораньше начать выбирать место, не плыть слишком долго, вот, чтобы спокойно вечером посидеть, расслабиться, надеюсь, без диких животных, без людей, надеюсь. Ну что, полтора часа почти полтора часа я провел на этом прекрасном острове, но пора двигаться дальше. Пора двигаться дальше. Впереди еще 3-4 часа гребли. Ну, конечно, с остановками, чтобы закинуть спиннинг. Но все равно, еще где-то 4 часа я буду в дороге. Я, кстати, посмотрел, по-моему, 23 километра я уже сегодня проплыл. Ну, потому что течение достаточно быстрое, поэтому и за 4 часа ты проплываешь такие расстояния. Неплохо. Вот, опять там стадо кабанов. Не знаю, наверное, не видно. Раз, два, три, в общем, несколько штук ходят такие забавные. А вон еще двое, трое. Короче, много их там, да. Надо быть, конечно, аккуратней в таких местах. Смотрите, впереди паромная переправа. И как раз паром сейчас переправляет людей на другой берег. Вот, а сейчас заезжает еще машина и заходят еще люди. Сейчас паром поедет обратно. Так мило. Паром подождал, пока я проеду, и только потом начал плыть. И вон снова карпы. Везде тут плавают. Прямо у берега тусят, греются. На этом участке очень сильный ветер и сильные волны, поэтому мне пришлось подойти к берегу. И сейчас буду идти вдоль берега, потому что иначе просто нереально вот по этим волнам против ветра. Ты просто стоишь на месте и только уворачиваешься от ветра. Короче,
Буду пробовать вдоль берега плыть. Смотрите, птицы тоже поняли, что надо с этой стороны плыть, потому что там сильные волны и встречный ветер. Фух. О, да, удалось мне пройти этот участок с ветром и с большими волнами. Я уже даже думал, что все, я сейчас ищу стоянку, останавливаюсь и дальше не плыву. Но вот уже на следующем участке тишь да гладь, ну практически. Ветра особо нет, у меня губы все пересохли, обветрились. Об одной штуке я бы хотел поговорить. Я вот буквально полчаса назад проехал один домик. Я точно не знаю, что это был за домик, но у меня есть подозрение, что это может быть туристический дом, дом для туристов. И вообще, пока я плыл по реке, все вот эти уже 100 километров, я ни разу не видел каких-то туристических объектов. Ну, с одной стороны, я, конечно, рад, что меньше туристов, меньше людей, да, классно, ты здесь один. С другой стороны, все эти острова, все эти места, это все выпасы для скота. То есть, чтобы содержать скот, нужны такие огромные пространства. Ну, чтобы он сам ел просто траву, да, как в Аргентине. В Аргентине коровы просто на вольном выпасе, да, то есть они просто круглый год стоят в пампе или вот где-то на лугах, в степях и просто едят траву. Ну, как бы это, как бы хорошо, то есть я не знаю, я не могу понять. То есть, с одной стороны, мне кажется, что должны быть какие-то прикольные туристические здесь места, какие-то, не знаю, базы отдыха, там, кемпинг, ладно, кемпинги тут есть, но кемпинг это вообще что такое? Я имею в виду что-то типа базы отдыха или каких-то маленьких уютных домиков на берегу озера. На берегу реки, конечно, на берегу реки. Просто реально мне часто эта река напоминает озеро местами. И мне кажется, это было бы классно и для местной экономики, и для людей. Люди могли бы приезжать и просто отдыхать. Здесь вода, здесь классно. Но почему-то вот уже 100 километров и ни одного такого места. Не знаю. В общем, я ищу место для ночлега. Время уже подходит к тому, чтобы начать ставить лагерь. 6 часов 10 минут. Где-то в 7:30 уже солнце заходит. И я смотрю, отличное место. Сейчас я здесь встану. Или не встану, не знаю. Решил не встать. И потом еду дальше и смотрю рядом с этим местом такой огромный кабан. Думаю, хорошо, что я здесь не встал. Надо найти место без кабанов. Мне кажется, с лисами проще договориться, чем с кабанами. Как вам кажется? Мне кажется, что с лисами проще. Какая большая старая лодка. Но уже все. Она уже больше не поплывет. К сожалению. Прям целый катер какой-то. Вообще, обалдеть. Классная. Такая, как у викингов, помните эти, как у них эти были дракары? Вот что-то такое. Ну просто обалдеть же. Смотрите, какой прикольный маленький остров. Эх, может быть, на нем есть какое-то место, но, честно говоря, я сомневаюсь. Но сейчас проверим. Там под обрывом берега стоит корова и кричит.
Такая му, прям громко. Может быть, она просто не может забраться наверх, бедняга. А может быть, по какому-то другому поводу кричит. А вот, собственно, остров. Ну да, здесь никакой стоянки, конечно, нету. Здесь просто миллион невысоких деревьев. И все. Плывем дальше. Время 18:40. Я все ищу место для стоянки. Здесь забор. Опять частная территория. Ну, да тут все как бы острова кому-то принадлежат. Но, по крайней мере, вот туда перелезать за забор мне не хочется совершенно. Поэтому плыву дальше. Ну, зато больше проплыву. Нашел место, но почему я не люблю так поздно начинать ставить лагерь, потому что только солнце садится, становится очень холодно. Я плыл вот там, плыл, и вдруг я увидел на этой стороне острова, а здесь, видите, здесь обрывы, а вот там есть место такое более пологое, где можно спокойно зайти и занести по крафт. И я сразу остановился резко и начал исследовать это место. Время сейчас у нас 7:16. 7:16. Но я здесь уже минут 15, наверное. Вот. Место отличное. Есть немного, правда, колючек тоже, но не так много, как в прошлый раз. Зато тут просто огромное количество деревьев. Такие полянки, где пасутся коровы. Ну, я надеюсь, что здесь не будет каких-то кабанов или лис. Но, по крайней мере, не похоже, что здесь кабаны прям бегают. Они, мне кажется, в других местах, другие места больше любят. Вот. Ну, там где-то коровы. Но я не пойду, не буду их беспокоить. Не хочу. Но вообще место выглядит вот так. Вот так оно выглядит. То есть такие низкие деревья и полянки. Ну и разные кусты. Ну вот. То есть в целом мне нравится. В целом мне очень нравится. Ну и удобно, что много дров. Вот ты просто берешь и можно сразу нести в костер. И они все сухие и горят очень хорошо. И при этом дыма очень мало. То есть вообще супер дрова. Я уже немножко тут наломал дров. Наломал дров. Да, наломал дров. Это вообще такая идиома. Означает сделал что-то плохое. Я наломал дров или испортил что-то. Вот. Но я в прямом смысле наломал дров. Вот. Вот они дрова. Ломаю я их вот так. О, нет, это мне пригодится, чтобы сушить вещи. Это прям классно, чтобы сушить вещи. Поставлю. Вот. Поставлю ее сюда. И буду вот здесь сушить вещи.